Привет, это майор в отставке. Ну что, дождались? Роскомнадзор теперь официально начал новый этап борьбы с инакомыслием и угрозами власти ватного фюрера. Если раньше они просто воровали вашу сетевую приватность украдкой, то теперь делают это в открытую и по закону, а точнее по приказу. Не только сайты и соцсети, а теперь под контроль берут сами роутеры, точки доступа и устройства, которыми вы выходите в сеть. У вас дома стоит роутер? Поздравляю. Теперь он для РКН полноценный абонент с паспортом и адресом. Что произошло? Август 2024 года. Принят закон номер 216. Роскомнадзор получил права расширять блокировки и бороться с деструктивным контентом. Но самое интересное случилось буквально недавно, 29 марта 2025 года. Роскомнадзор зарегистрировал в Минюсте приказ номер 51. 2 апреля он был опубликован, а 12 он вступит в силу. Теперь операторы будут обязаны сдавать РКН полные данные о вашем оборудовании, не только о вашем IP, но и о том, через какой роутер вы выходите в интернет, в каком регионе, через какое оборудование оператора. Формально ради защиты общества, кибербезопасности и прочих мифов. На деле узаконили инфраструктуру для массовой слежки, шагнув за пределы даже того, что было в пакете Яровой и суверенном интернете. У каждого из вас стоит в квартире роутер. Через него интернет приходит на ваши устройства, телефоны, компьютеры, телевизоры. И все это теперь видно РКН. Как эта хрень работает? С 2019 года в России действуют так называемые ТСПУ. Это технические средства противодействия угрозам. Проще говоря, DPI-системы. Они фильтруют, режут, блокируют. Все это уже было, но приказ 51 переводит их в новый особый режим работы. Теперь они собирают, логируют и передают в Роскомнадзор все данные о том, кто, где, через что подключается. Данные включают IP-адреса, регион, город, где находится устройство, номер и характеристики вашего роутера, даже если это роутер с OpenWRT, параметры оборудования провайдера, через которое проходит трафик. Обновлять эти данные операторы обязаны регулярно. Если что-то изменилось в течение суток, если используете одновременно IP версии 4 и версии 6, в течение часа. То есть они, имеется в виду РКН, а значит и клоуны из ФСБ, в реальном времени будут знать о вашем роутере даже больше, чем вы сами. Что это значит для вас лично? Я бы не назвал это концом анонимности. Роскомнадзор будет видеть ваш MAC-адрес по запросу, то есть MAC-адрес вашего роутера, устройство, через которое вы выходите в сеть. Он увидит, каким IP он подключается, к какому региону он принадлежит, через какой тип роутера к нему подключен пользователь, с каким оборудованием оператора. Кто-то скажет, но ведь есть VPN. Увы, даже VPN не скрывает, что вы пользуетесь шифрованием и уходите на внешний сервер. DPI все это видит и фиксирует сам факт обхода. Сам трафик прочитать спецслужбам или РКН не получится, он зашифрован, но сама попытка зашифровать трафик – это, вероятно, уже маркер для этих клоунов. Более того, теперь можно заблокировать не только сайт или IP, но и конкретный роутер. Оператор по сигналу Роскомнадзора может отключить вашему оборудованию выход в интернет, даже если весь остальной район в городе работает. Технологии на страже режима. Что говорят юристы и эксперты? Юристы, как обычно, разводят руками. Закон приняли, приказ зарегистрирован, значит, он работает, значит, это законно. Но на деле это еще один плевок в тайну связи и права пользователя. Это ужесточение контроля за гражданами. Никакого суда, никакого следствия, просто приказ. Но это Россия. Эксперты из IT-сферы прямо называют приказ инструментом построения полноценного провинциального великого фаервола, регионального, но с прицелом на всю страну. Крупные операторы вроде МТС и ТТК в своих отзывах указывали на технические сложности. В мобильных сетях, например, точная привязка IP к конкретной локации часто невозможна, но РКН это не волнует. Речь ведь не о кибербезопасности, а о контроле. К чему все это идет? Это чисто китайский сценарий. Только вместо инфраструктуры уровня Huawei здесь я бы не сказал, что говно и палки, но нечто похожее, если сравнивать, конечно, с великим китайским фаерволом. Полностью замкнуть интернет внутри России пока не получится, но отодвинуть Рунет от глобальной сети задача для них достижимая.
Каждому IP региональная метка, каждому пользователю привязка к конкретному роутеру. Роскомнадзор больше не просто надзорный орган, а оператор реального центра управления интернетом. Параллельно идет зачистка обходных инструментов. VPN блокируют пачками, Tor замедляют и режут. Альтернативные DNS бесполезны. Раньше смена DNS на Google или Cloudflare реально помогала, а теперь этот номер не пройдет. DPI режет доступ не по DNS, а напрямую по IP, по признакам трафика, по указателю имени сервера в шифрованных соединениях. Поэтому сегодня альтернативные DNS это уже не просто способ обхода, а просто элемент гигиены. В общем, почищается инфраструктура, чтобы лишние не могли обойти новые правила. Спросите, а как жить в этой системе и что делать? Можно ли хоть как-то защититься? Полностью очень сложно, но усложнить им жизнь можно и даже нужно. Для этого нужно использовать следующее. Например, многоуровневые связки VPN плюс Tor плюс OBFS прокси – это базовый минимум. Просто VPN больше не спасает, надо строить цепочки. Например, Tor поверх VPN или наоборот. Но учитывайте, некоторые DPI уже умеет находить и это. Можно попробовать устанавливать VPN на роутер с кастомной прошивкой. Роутер на OpenVRT, DD-VRT или Tomato позволяет шифровать весь трафик еще до выхода в сеть. Это не абсолютная защита, но шаг к усложнению отслеживания. Можно использовать, например, обфускацию и скрытые каналы. Обфускация – это шифровка не только данных, но и самого факта шифрования. Протоколы вроде BFS4, MIG, Scramble South маскируют VPN и Tor трафик под обычный HTTPS или другой трафик. Еще можно использовать, например, Pluggable Transport, Snowflake и другие инструменты. Это специальные надстройки для Tor и VPN. Pluggable Transport – это обфускаторы, которые прячут, например, Tor трафик так, что DPI считает его обычным безопасным соединением. Snowflake – это инструмент для обхода блокировок Tor через браузеры обычных пользователей по принципу P2P. MIG использует доменные фронты, маскируя трафик под запросы крупным CDN, например, Google или Amazon. OBFS4 – обфускатор, который делает Tor трафик неотличимым от обычного TLS. Эти инструменты еще работают, но RKN уже давно охотится и за ними. Разумеется, нужно использовать по максимуму end-to-end шифрование. Шифруйте все, переписку, звонки и передаваемые файлы везде, где только можно. Даже если DPI узнает, что вы что-то отправляете, содержание никто не увидит. И помните, что VPN шифрует трафик, то есть саму информацию, которой вы обмениваетесь, так сказать, через интернет, ни RKN, ни ФСБ не прочитает. Но никогда не используйте российский VPN. Никогда. Даже если вас уверяют, что они безопасны и сертифицированы, это все филиалы РКН и ФСБ. Важно понимать, для массового пользователя эти меры с каждым разом, возможно, будут становиться все менее доступными. Путинский фаервол, назову его так, развивается и учится новым фишкам. Сейчас наверху, вероятно, делают ставку на то, что 90% аудитории либо не будет заморачиваться всеми этими инструментами для анонимизации, либо испугается и остается довольствоваться тем интернетом, который власти разрешат. Так что, друзья, дело уже не в отдельных законах. Россия уже живет внутри модели, где каждый роутер, каждая точка доступа – это объект для учета, контроля и, если потребуется, отключения. И выбор, как всегда, остается за вами. Либо принимать эту цифровую тюрьму и учиться жить в ней, либо учиться защищаться. Мой совет – продолжайте защищаться и продолжайте борьбу со всем этим любым безопасным и доступным для вас способом. Хотя бы пока есть еще время и инструменты. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Высказывайте свое мнение в комментариях и задавайте вопросы. Ну и, конечно, ждите новых интересных и полезных видео. Ну а для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.